Приветствую всех, друзья! В предыдущем видео мы настроили главную страницу нашего приложения. Для оформления мы использовали фреймворк UI Mini. Также мы настроили task list и вывод task айтемов, то есть настроили массив и настроили push в этот массив через эти инпуты. Посмотрим, как это работает. Укажем, что это сериал, и отправим клавишу Enter. Появился новый task item, соответственно, новый элемент в массиве. И у нас появился сериал с нашим тайтлом и description. В этом видео мы настроим подсчет времени для фильма, для сериала, и также настроим вывод тегов и их выбор. Что ж, начнем сначала, создадим новый компонент и выведем все текущие таски в этот компонент, поэтому в структуре мы откроем компоненты. Здесь забьем новый компонент, назовем его task.view. Скопируем из папки AUF текущий шаблон, изменим его на tasks. Дальше, как у нас здесь идет, нам нужно текущую секцию просто перенести в этот компонент. Поэтому вот она наша секция, мы ее просто возьмем, вырежем и перенесем сюда. Секцию берем, контейнер тоже не нужен, оставим только task list. Также отсюда нам не нужен будет массив с тасками, поэтому удалим его и вставим в data сюда, точнее объявим его здесь. Теперь перейдем в настройки роутера и объявим наш новый компонент. Для этого напишем здесь task и в компоненте укажем путь к этому таску. Теперь лучше всего после страницы Home это сделать более наглядно будет. Укажем, что это task, компонент task, и путь к нему будет идти также через task. Посмотрим. Так, сейчас не работает. Перейдем в app.view и также в наш массив с ссылками укажем tasks и ссылку на task. Посмотрим, как сейчас отображается. Все отображается. Единственное, мы забыли передать стили. Поскольку мы используем Scoped, у нас область видимости стиля ограничена только в текущем компоненте, то есть в данном случае в Home. Поэтому вырежем их. Они начинаются у нас с task item. Вырезаем и копируем в task. Посмотрим. Все работает отлично. Теперь уберем текущий хэш. Мы забыли это сделать в предыдущем видео. Убирается он достаточно просто. Перейдем также в index.js в настройках роутера и перед роутами укажем mod и напишем history. Запятая. Посмотрим. Так, данный данный хэш можно уже удалять. Да, у нас все работает точно так же. Tasks, логин. Так, task с большой буквы. Task укажем с маленькой. На этом настройки роутера можно закрыть. Сейчас у нас элементы будут все так же пушиться. Единственное, при отправке у нас вылетит ошибка о том, что у нас такого массива нету и о том, что он вообще даже не объявлен. Поэтому в this task push мы уже больше пушить ничего не будем. Мы будем просто передавать константу. Константу назовем task, которая у нас будет принимать в себе все то же, что и у нас принимал массив. А дальше мы будем просто в консоли log выводить этот task. Консоль log task. Посмотрим, как это сейчас работает. Watch film. Укажем Enter. Посмотрим консоль. Вот у нас вывелась в консоль текущая переменная с тайтлом, description. Вот watch, что мы смотрим, и completed, и все прочие.
В следующем видео мы настроим Store, подключим UX и будем в Store отправлять данную константу, для того, чтобы она у нас не была статичной, и чтобы после того, как мы забивали сюда все данные и отправляли их, у нас сразу же эти данные появлялись в текущем массиве Tasks. Дальше мы настроим количество времени для фильмов и для сериалов, также это все немного оформим. Я для того, чтобы видео сильно не затягивать, просто вырежу момент кода и сейчас его вставлю. Итак, друзья, я вернулся, написал текущие куски кода, в них нету ничего сложного, поэтому сейчас пробежимся по ним. Итак, у нас есть общий класс TotalTime, в который мы вкладываем класс для фильма и класс для сериала. Отрабатывают они в зависимости от того, что принимает WatchWatch. Если это сериал, то он отрабатывает текущий кусок кода, если фильм, то текущий. Для фильма у нас идет два инпута. Первый input принимает фильм Hour, второй фильм Minutes, а для сериала мы подсчитываем количество сезонов, количество серий и, соответственно, сколько идет каждая серия. Все это мы забиваем через vModel в Data, точнее объявляем. И дальше самые обычные стили. Задаем margin bottom, чтобы ничего не толкать, title display block и так далее. Теперь мы это все посчитаем. Для этого в методе сначала напишем общий метод, который назовем get hours and minutes. В него мы будем как раз таки передавать минуты. Дальше объявим переменную, которую назовем hours. И здесь напишем mav trunk, и текущие минуты, которые мы будем передавать, мы будем делить на 60. То есть текущая строчка кода, она нам поделит минуты, которые мы ей будем передавать, на 60, округлит их до целого числа и отбросит все после запятой. И теперь будем работать с тем, что у нас идет после запятой, то есть с остатком. Назовем это min и просто от minutes возьмем этот остаток. Дальше нам что-то с функции нужно вернуть. Возвращать мы будем часы hours плюс hours плюс минуты. Сейчас мы будем возвращать это все как строку, а дальше уже, если нам нужно будет как число это возвращать, то скорее всего перенесем эту функцию в store и дальше уже, ну в общем будет видно. Так, я это не туда забил, поэтому нужно сделать так. Дальше заведем computed. Computed, потому что мы будем пересчитывать, считай, наши значения тогда, когда у нас будет изменяться значение инпутов. Поэтому такое лучше всего писать в computed. Соответственно, напишем функцию film time, назовем ее, в которой объявим точно так же, ладно, пусть будет min. И сейчас будем считать количество часов, точнее количество минут в фильме. Для этого нам нужно часы умножить на 60. То есть мы возьмем количество часов, умножим это количество на 60 и приплюсуем количество минут. This. И дальше вернем отсюда это значение, эту переменную в this.getHours and minute и передадим сюда min. Теперь это все можно скопировать. Напишем то же самое, только для сериала. Теперь сериал, только подсчет у нас будет другой. Для сериала мы будем считать количество сезонов. Умножать их на количество серий.
и умножать на количество минут. И все то же самое передадим get hours and minutes. Так, проверим, сохраним, посмотрим на ошибки. Что у меня консоль закрылась? Угу. Ага. Так и не удалил. Угу. И здесь, если линт ругается. Сейчас все должно быть чисто. Угу. Так, теперь для наглядности возьмем фильм Time. И сразу же в фильме зададим параграф, в который передадим значение текущей функции. И в сериал сделаем то же самое, только напишем сериал. Посмотрим, как у нас это отрабатывает. Так, 1 час 30 минут, 7 часов 20 минут. Попробуем увеличить. Да, увеличилось на 2. Попробуем еще непростое. 40 минут. Попробуем 60. Сменим на 2. 2 на 4, 8. Да, все работает. Теперь у фильма тоже 2 часа. Ага, что-то тут не так. А если брать... Ага, он нам их складывает, получается, как строку, а не как число. Странно, почему он это делает. Ладно, на самом деле пока что просто сделаем вот так вот. И это тоже умножим только на единицу. Потом разберемся, почему он нам складывает их как число. Сейчас, по идее, он этого делать уже не должен. Да? Напишем 60, 2 часа 64, 24. Угу, тоже работает. Так, теперь нам нужно будет их передать в нашу константу task. Для этого зададим переменную letTime и сделаем условия. В принципе, условия, которые мы писали при вызове фильма и сериала, так и в принципе и напишем. Если у нас this watch равно фильму, тогда переменная time у нас будет равняться текущему значению, только через this. И если у нас переменная watch будет сериалом, то у нас time будет равняться serial time. И эту time передадим, логичнее будет после watch. Посмотрим. Отправим что-нибудь с 2 часами 30 минутами. Сойдет. Отправим. Посмотрим, что у нас здесь. Так, где переменная time? А, вот time 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. А для сериала указан сериал и указано 7 часов 28 минут. Ой, точнее 20 минут. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить с этим блоком. Теперь перейдем к нашим тегам. К тег-листу. Наверное, с тег-листом... Ну, хотя, давайте, пожалуй, вместе начнем. Так, где у нас сами теги используются? Хотя, в принципе, они нам не нужны, мы же уже их вывели. Поэтому просто укажем здесь точно так же before. Будем искать теги в text. У нас пока text нету, сейчас создадим его. И дальше нам нужно указать ключ. Ключ у нас будет тег. У тега по-любому мы зададим title, поэтому напишем title. Так, теперь создадим массив с тегами. Я его сейчас напишу.
Итак, я тут. У нас массив примерно такой же, как мы делали в предыдущем видео. Есть три объекта, и в каждом из которых по два параметра пока будем передавать. Пока только title и used. То есть use мы будем, то есть по клику на тег мы будем менять значение use, и уже поэтому мы будем их заносить в новый массив. И этот массив мы будем отправлять в нашу переменную. Поэтому, пожалуй, сохраним это все. Посмотрим, что тут получилось. Вывелись docs. Поэтому напишем здесь tag.title. Посмотрим, что сейчас. Все получилось. Также по клику на UI tag напишем клик. Назовем функцию add tag used. И в эту функцию для того, чтобы именно отработать клик по текущему элементу, нужно передать сюда сам тег. И также можно сразу же забайндить класс. И класс мы будем как раз таки показывать только тогда, когда у нас будет... Зададим его как active. И показывать будем тогда, когда у нас состояние use будет в true. Теперь я предлагаю написать эту функцию. Мы ее напишем в методе. Сразу же, куда мы его... New task. Запишем ее прямо здесь. Во-первых, по клику нам нужно поменять значение use. То есть мы уже обращаемся без this, мы обращаемся к тегу, который мы передаем. И сделать так, чтобы он уже был не равен use. Сохраним, посмотрим. Ошибка. Так. И дальше мы зададим условие. Если у нас tag use будет в состоянии true, то мы будем this, и нам нужно будет создать сейчас пустой массив, куда мы это будем пушить все. Создадим его перед тегом, назовем его tags used, то есть используемые теги. Это будет пока храниться у нас пустой массив, а сейчас мы в него будем пушить наш элемент. Push. Отправлять. Ну, в целом можно и просто отправить title. Только обращаемся опять же к тегу. Tag title. Также напишем else. То есть если мы еще раз по нему кликнем, то у нас уже состояние будет false. И если у нас состояние будет false, тогда мы этот элемент из массива просто удалим. И так и напишем this tags used. Воспользуемся методом splice, где первым аргументом укажем, что нам нужно удалять. Нам нужно удалять tag title, а вторым аргументом укажем, в каком количестве нам нужно один раз это сделать. Посмотрим, как это работает. Для наглядности, пожалуй, выведем точно так же text used куда-нибудь сюда. Также через параграф tag used. Ага, у нас ошибка. Друзья, все работает. На самом деле достаточно было просто обновить страницу. Проверим, как это все работает. Также меняется класс active. И также добавляются элементы в массив. Соответственно, дальше мы этот массив можем отправлять в нашу переменную task, которая... Теперь я предлагаю добавить сюда поле, то есть input, по которому мы будем заносить сюда новые таски и добавить к этому стили. Опять же, весь этот код мы уже писали, поэтому я опять обрежу этот момент, чтобы видео не затягивать. Сначала покажу, что я написал, дальше уже перейдем в код и посмотрим, как это работает там. Для начала, для тегов
Поскольку мы использовали класс used, я поменял им стили при использовании. Также добавил кнопку Edit New, где мы будем вбивать название тега и отправлять его. Это уже настроим вместе и сделаем push сюда. Ну и в целом все. Посмотрим. Здесь у нас теперь уже идет 3 тег-листа. То есть вот он первый тег-лист, где я ничего не менял, ничего не трогал. И также выше я добавил еще 3 тег-листа. В первом у нас идет модификатор тег-лист added. То есть мы добавляем обычный UI тег, по клику на который точнее мы меняем тег меню show с false по стандарту на true. И дальше мы раскрываем тег лист меню, который у нас раскрывается только тогда, когда тег меню show в состоянии true. Также для button close мы забандили класс active появляется тогда, когда у нас тег меню show равен false. Дальше мы вернемся в стиле, но это, грубо говоря, текущий крестик, который меняется. Дальше show input. То есть здесь у него модификатор тег list меню. Инпуту мы задаем key up enter на new tag. И также button default, который я взял отсюда. Также из UI mini. Мы ему, пожалуй, тоже зададим, только зададим клик. Я это почему-то забыл сделать. Клик. Клик new tag. New tag функцию мы еще пока не написали, сейчас ее напишем, а по клику на нее у нас будут заноситься элементы в наш массив. В принципе все, теперь можно перейти к стилям. Вот они, стили тега. Для общего тег-листа мы задаем маржины, и соответственно элементам задается маржин. Дальше у нас идут врэперы, мы им задаем margin right, чтобы они двигались. И margin bottom это в дальнейшем, если мы будем дальше заносить их, если будут не один ряд, а 2 или 3, чтобы они сверху тоже подталкивали. И последнему элементу задаем margin 0. Дальше UI tag. У UI тега мы проверяем, если button close. Если button close есть и именно в button close присутствует класс active, то мы делаем transform rotate 45 градусов. То есть проинспектируем текущий rotate. Когда мы его ставим, у нас все меняется. Также этот rotate вообще идет на before и на after. То есть эти иконки, они заданы через CSS. Поэтому мы ими можем легко манипулировать. Дальше идет класс used. В used мы задаем background color. Background color, текущий цвет я взял из color.style. Единственное, при таком подключении мы пока еще не можем обращаться к переменным, поэтому, в принципе, ничего такого, просто скопировали цвет и вставили его в background color. И у кнопки тоже заменили цвет на белый. Ну, далее ничего нового. В принципе, и так все понятно. Теперь перейдем к самому new tag. Для этого сразу перед new task напишем new tag. В new теге мы будем, во-первых, проверять. Да, кстати, new тегу нужно задать tag title, который я уже написал. То есть мы его просто байдим к инпуту, точно так же, как делали в предыдущем видео. И далее проверяем его на то, чтобы он не был пустым. То есть, если он пустой, мы ставим заглушку. Если в нем что-то есть, то код идет отрабатывать дальше. Далее сделаем точно такую же константу. Только константа уже будет тег. И хотя в ней только один title будет. Можно было написать this tag title. Ну и в принципе все. Единственное, сейчас для примера можно
можно это все скопировать и запушить. Угу. Для этого возьмем, напишем this text used push. И будем пушить сам title. False. Дальше уберем отсюда текущий знак. Посмотрим, сохраним. Добавим новый тег. Угу, тег добавился, можно выбирать. Отлично, добавим новый тег. Так, единственное. Попробуем теперь. Пустой он нам не отправляет. Да, теги добавляются. Теперь попробуем эти теги отправить. Поэтому дальше будем просто text this.text. Угу. И обнулим наши теги. Точнее, сбросим this.text. Нет, мы же переносим не text, а text used. Text used. И this text used будут у нас равны пустому массиву. Посмотрим, как это работает в консоли. Также было бы неплохо добавить здесь кнопку. Пожалуй, я это сейчас сделаю. Все, я добавил кнопку Enter. То есть у нас по клику на нее выполняется то же самое, что и было по клавише Enter в этих полях. Здесь мы видим то, что нам теги длина 0. Поэтому выберем что-нибудь, добавим новый тег. Выберем, отправим по новой. Да. Не пускай, потому что тайтла нету. Да, кстати, подсветки красного нету, поэтому пока что непонятно, поэтому потом на этапе валидации мы здесь все подсветим, все будет красиво. Теперь айтишник поменялся и появились теги. 4 тега, которые мы выбрали. И также очистился массив с тегами, то есть при следующем выборе он у нас уже будет пустой. До новых встреч, всем удачи!